Ребята, привет! Открываем Figma, нажимаем New Design File, заходим во фрейм, нажимаем Frame и опускаем наш фрейм. Настройки у нас 1080 на 1350 пикселей. Так, готово. Заходим в фигуры, берем Rectangle и чертим наш прямоугольник, чтобы он стоял ровно посередине нашего фрейма. То есть 1080 на 675. Окей. Далее мы заходим в Google. И на Unsplash я по запросу Бали или Индонезия подбираю необходимые мне картинки, которые мне больше всего нравятся. Переношу в фигму понравившееся мне фото, уменьшаю в размере, и наше фото уже находится во фрейме. В слоях я опускаю под Rectangle наше фото и смотрю по композиции. Дальше я нажимаю Fill на Image и регулирую настройки нашего изображения по экспозиции, по контрасту, также редактирую тени. Делаю фотографию значительно темнее. Окей. Давайте поменяем цвет у нашего ректангла. Я беру пипетку и клацаю на темно-зеленый. Если что, то поменяем потом. Далее я беру текст и прописываю заголовок. У меня это Food and Tourism. Шрифт у меня Klein, начертание Regular. В заливке я выбираю ярко-желтый цвет, чтобы он был контрастом на нашем фото. Готово. Далее зажатым альтом я дублирую наш текст, опускаю ниже, выравнивание по левому краю и меняю ему размер. Переходим в Google, заходим на сайт нашего форума Food and Tourism, ничего не можем взять, прописываем просто выставки на Бали. И на первой ссылке мы видим про эту выставку, копируем название организатора и вставляем этот текст. Так, дублируем еще раз наш текст, выравнивание по правому краю и копируем название выставочного центра. Переходим в фигму и вставляем этот текст. Он вставился у нас ссылкой. Мы просто нажимаем на значок ссылки и разъединить. Теперь у нас линк удален, и это просто текст. Проверяем выравнивание по вертикали нашего текста. Стоит ровно, хорошо. Снова беру текст и зажатым альтом дублирую. Уменьшаю текст еще больше. Ориентируйтесь по направляющим. Далее я вставляю текст, собственно говоря, про что эта выставка. Дублируем, выравнивание по правому краю и редактирую текст. Также проверяю выравнивание текста. Давайте немножко опустим и посмотрим по композиции. Далее я выделяю два слоя с текстом внизу, зажатым альтом дублирую и переношу на наш ректангл. Меняю цвет на черный. И также меняю цвет у ректангла. Давайте сделаем чуть-чуть поярче, чтобы текст лучше читался. Так, в первом случае мы прописываем дату нашей выставки. Это март, 6 число и 24 год. И будет прикольно продублировать год римскими цифрами. 2020.
4. Так, а в этом случае мы прописываем время, в которое будет проходить выставка. Это с 10 утра до, допустим, 5 вечера. Я зажимаю Alt и на клавиатуре 0151 появляется длинное тире. Так, давайте сделаем пробелы. Так, и внизу давайте напишем разницу по Гринвичу. Далее я дублирую заголовок, опускаю его на Rectangle, с зажатым шифтом я переворачиваю, чтобы он встал ровно по центру. Беру самый маленький текст, также зажатым альтом дублирую и переношу на Rectangle. Выравниваю все при помощи наших направляющих. Так, в первом случае мы вставляем сайт. Но опять же не ссылкой, а просто текстом. Удаляем link. Удаляем тройное W, нам это не нужно. И оставляем просто название сайта. И внизу давайте пропишем аббревиатуру нашей выставки. А во втором случае мы просто напишем широту и долготу нашей выставки, где она проходит. Так, заголовок тоже меняем по цвету. Я уменьшаю в размере маленький текст. Проверяю выравнивание. Направляющие очень хорошо в этом помогают. Также смотрю, чтобы по вертикали текст был выровнен относительно друг друга. Во всех случаях. Давайте все же оставим черный. Почти что черный, да. Так гораздо лучше читается. Чуть-чуть подправим фотографию. Так, я дублирую снова зажатым альтом текст, выравнивание по центру. Прописываю текст о том, что это ежегодная выставка. В фигурах я выбираю эллипс и черчу просто наш овал. Убираю заливку, просто закрываю глазик, оставляю обводку, нажимаю на плюсик. Выбираю и текст, и эллипс. И проверяю выравнивание по вертикали и горизонтали. Так, отлично. И теперь при помощи направляющих выстраиваем текст. У нас почти все готово. Давайте добавим noise. Заходим в файл, plugins и выбираем плагин noise. Так, здесь можно настроить интенсивность, контраст нойза, также масштаб и инверсию. Так, мне нравится черный нойз, поэтому я инверсию не трогаю. Нойз у меня будет только на нижнем ректангле, поэтому я располагаю его в слоях именно на нем. И давайте немножечко уменьшим прозрачность. Пускай будет 60. Заголовок мы можем оставить либо черным, либо выделить все же его желтым. И в том случае смотрится хорошо. Нажимаем на фрейм, справа нажимаем на экспорт, плюсик, экспорт фрейм. И давайте все же попробуем с черной тоже сохранить, чтобы было два варианта на выбор.
И также меняем просто название картинки и сохраняем. На этом наш урок закончен. Картинка наша готова.